Мне нужно быть честным с вами. Возможно, я перестану создавать видео о НАСА. Не потому, что в космосе уже нечего открывать, или потому, что я потерял интерес, а потому, что на нее, по всей видимости, ожидает самое масштабное за всю историю сокращение бюджета. Новый план администрации Трампа получил название «Событие массового вымирания». Треть сотрудников будет уволена, отменена 41-я космическая миссия от Венеры до Плутона, программы, на развитие которых уходили десятилетия и миллиарды долларов, исчезнут за одну ночь. В то время как власти утверждают, что это делается ради эффективности расходования налоговых средств и чтобы опередить Китай, на самом деле они уничтожают ту науку, которая изначально сделала Америку лидером в космических исследованиях. И цена этого может оказаться гораздо выше, чем мы предполагали. Такой шаг может разрушить доверие международного космического сообщества к США и оставить вакуум власти, который могут заполнить коммерческие компании и военные контракты. Когда сократят бюджет, даже новая администрация в будущем будет практически невозможно восстановить утраченные позиции, что отодвинет развитие науки на десятилетия назад. Куда тогда пойдет НАСА? Что касается сокращения бюджета и их последствий, с момента основания в 1958 году НАСА была в авангарде космических исследований. Именно она первой высадила людей на Луну, отправляла роверы на Марс и возглавляла создание Международной космической станции, крупнейшего научного проекта в истории человечества. Это наследие, основанное на смелости и инновациях, стало вдохновением для миллионов по всему миру. Однако в мае 2025 года текущая администрация обнародовала новый проект бюджета на 2026 год, который предполагает сокращение финансирования агентства примерно на 25%. Это самое большое сокращение за всю историю НАСА. В случае его одобрения финансирование снизится с 24,8 миллиарда долларов до 18,8 миллиарда, что с учетом инфляции станет минимальным уровнем с 1961 года. Администрация Трампа утверждает, что новый бюджет поможет более эффективно расходовать средства налогоплательщиков и добьется целей – опередить Китай в лунных исследованиях и отправить американца на Марс. В рамках этого было выделено более 7 миллиардов долларов на проекты по изучению Луны и еще миллиард на программы, связанные с Марсом. При этом планируется сократить дублирующие усилия и невыгодные программы, заменяя их частными решениями, где это возможно. Но если присмотреться к деталям, картина оказывается гораздо мрачнее. Все отделы НАСА, кроме отдела по исследованию человеческих космических полетов, потеряют значительную часть финансирования. Особенно пострадает дирекция научных миссий, которая столкнется с сокращением на 47%. Именно она отвечает за научные аппараты, такие как марсоход Perseverance, телескопы Хаббл и Джеймс Уэбб, а также проекты по обнаружению опасных астероидов и комет. Но за этими цифрами скрывается серьезная проблема. С такими сокращениями НАСА может потерять треть своего персонала – ученых, инженеров и исследователей, посвятивших свою карьеру космическим исследованиям. Когда эти специалисты уйдут в частные компании или другие отрасли, вернуть их будет практически невозможно. Чтобы сделать новый бюджет возможным, планируется отменить 41-ю текущую и будущую миссию. Например, это космический аппарат
New Horizons, запущенный в 2006 году для изучения Плутона и пояса Койпера, области астероидов, хранящих секреты происхождения нашей Солнечной системы. Он уже почти 20 лет путешествует по космосу, и его могут прекратить всего за несколько месяцев. Кроме него, под сокращение попадают еще 18 проектов. Среди них миссии Osiris-Apex, сбор образцов с астероида и изучение околоземных астероидов и сфероидов. Миссия Maven – изучение атмосферы Марса. Миссия Марс-Одиссей – самая долгая непрерывная миссия вокруг другой планеты. И Джуно – исследование происхождения и эволюции Юпитера. Все эти 19 миссий вместе стоят около $12 миллиардов и включают почти 180 лет работы ученых. Если проект бюджета примут, все они будут закрыты. Когда миссии, такие как эти, начинают работать, содержание и обслуживание обходятся очень недорого. После запуска большую часть работы сделана, деньги потрачены. Осталось только получать научные данные. Но нынешняя администрация намерена уничтожить все эти годы, деньги и усилия. В будущем под угрозой миссии по изучению Венеры, такие как Да Винчи и Вертис, которые должны были впервые за долгое время вернуться к нашему соседу по планете, чтобы понять ее атмосферу и геологию. Также под угрозой находятся миссии ССА по изучению Марса, такие как ровер Розалинд Франклин, который зависит от американских ракет-носителей, и крупные телескопы, например, Нэнси Грейс Роман, предназначенные для исследования темной энергии, экзопланеты и инфракрасной астрономии. Еще одна опасность – миссия Гелиос-Вараом, которая должна впервые изучить магнитное поле Солнца и турбулентность солнечного ветра. Кроме того, планируемое сокращение бюджета коснется и Международной космической станции. На $508 миллионов уменьшат финансирование, что повлечет за собой сокращение экипажей, исследовательских возможностей и отмену некоторых научных конференций. За 5 лет число рейсов к станции уменьшится, а сама станция будет выведена из эксплуатации к 2030 году. Реакция СМИ на эти новости разнилась. Левые источники называли эти сокращения катастрофическими для науки, экономики и мировой технологической гегемонии США. Правые же утверждали, что НАСА якобы поддерживает эти меры, что же не совсем так, особенно если сравнить с заявлениями других правых групп. Об этом я узнал благодаря приложению Grand News, которое показывает разные точки зрения на одну и ту же новость, помогает понять байас и проверить, кто стоит за источниками. В приложении есть функция Blind Spot, которая выделяет важные новости, недорассказанные или скрытые в основном потоке. Это очень полезный инструмент, особенно для тех, кто хочет объективно следить за событиями. Недавние решения администрации Трампа включают приказ закрыть 2 спутника, которые измеряют концентрацию парниковых газов – Orbiting Carbon Observatories. Эти спутники собирают данные о СО2 и росте растений по всему миру, и эта информация важна для ученых, нефтегазовых компаний и фермеров. Стоимость их разработки – $750 миллионов, а обслуживание – около 15 миллионов в год. Сейчас оба спутника в хорошем состоянии и будут функционировать еще несколько лет, но их закрытие кажется нерациональным с научной и экономической точки зрения. Однако это та же администрация, которая блокирует развитие офшорных ветровых электростанций, ускоряет выдачу разрешений на добычу ископаемого топлива и вышла из Парижского соглашения по климату. Также под угрозой программа Артемис, которая должна была возродить американскую лунную программу.
В 1960-х годах программа Аполло определила не только Америку, но и всю историю мира, вдохновила целое поколение ученых, инженеров и художников. Последний человек на Луне высадился в 1972 году. Тогда казалось, что космическая программа достигла пика, но сейчас НАСА планировала вернуться на Луну, создать постоянное присутствие там и использовать ее как стартовую площадку для миссий на Марс. Однако при нынешнем бюджете весь план Артемис после 2027 года будет заморожен. Прекратят работу космического корабля Орион, ракеты СЛС и станции Lunar Gateway. Некоторые считают, что СЛС слишком дорогой, около $2 миллиардов за запуск, тогда как ракета Falcon Heavy от SpaceX стоит примерно $90 миллионов и может быть многократно использована. Но уже вложено много ресурсов в СЛС, который прошел тестовые запуски, а его компоненты должны доставить на Луну в рамках миссии Артемис 4 к 2028 году. В эпоху коммерциализации космоса становится все сложнее оправдывать такой огромный бюджет НАСА. Есть два главных риска. Во-первых, коммерческие компании не смогут запустить свои проекты вовремя, что даст преимущество другим странам, например, Китаю, и нарушит планы США. Во-вторых, это посылает неправильный сигнал международному сообществу, так как многие страны, такие как Канада, Япония, ОАЭ и Европа, уже вложили деньги в лунный проект Artemis Gateway. Если США не смогут выполнить свои обязательства из-за нехватки средств, это подорвет доверие к американским космическим инициативам. Когда-то в космос без поддержки США было невозможно представить себе миссии, но при таком раскладе это может стать реальностью. Будущее НАСА, ее престиж и репутация висят на волоске, и уже появились стервятники, готовые воспользоваться ситуацией. Что касается частных космических компаний, пока НАСА страдает от недофинансирования, эти компании быстро развиваются. SpaceX Илона Маска, по прогнозам, в 2025 году получит более $15,5 миллиарда дохода, это более 80% предполагаемого бюджета НАСА. Компания планирует запускать орбитальные миссии чуть ли не каждый второй день. Всего их должно быть около 170 к концу года. Основные деньги идут от Starlink, спутникового интернета, который принесет около $11,8 миллиарда в 2025 году за счет контрактов с армией и спроса у потребителей. Эти средства вкладываются в амбициозные проекты, например, в ракету Starship, самую мощную, когда-либо созданную, способную перевозить сотни тонн на Луну и дальше, а также потенциально на Марс с экипажем из 100 человек. SpaceX заявляет, что ракеты Starship полностью многоразовые и могут возвращаться на стартовые площадки, чтобы их повторно использовать. Планируется запустить 25 таких ракет в 2025 году и еще 400 за 4 года, а также построить завод, где смогут выпускать до 1000 ракет в год. Все это делается ради удешевления перевозки людей и грузов, чтобы создать самоподдерживающуюся колонию на Марсе. Другие частные компании, такие как Blue Origin Илона Маска и Vagian Galactic Ричарда Брэнсона, делают ставку на космический туризм. Например, билеты на суборбитальные полеты Брэнсона стоят свыше $600 тысяч, и на такие рейсы уже записались более 675 человек. Однако главная сила частных компаний – это использование коммерческой инфраструктуры для поддержки военных целей. Например, спутники Starlink уже используют для военных задач, таких как слежение, наблюдение и раннее обнаружение ракет.
В 2026 году планируется запустить не менее 480 спутников с военными функциями. Военно-космическое командование США поддерживает такой подход, выделяя на эти цели около 13,7 миллиарда долларов. Но есть и сложности. Только 2 из 10 тестовых запусков ракет Starship прошли успешно. Остальные закончились взрывами или отказами. В то время как у НАСА есть десятки лет опыта и надежных технологий, частные компании пока не могут конкурировать в научной сфере. Их основная задача – разработка и производство ракет, а не наука. Впрочем, они делают большие шаги в области инженерии, но не разделяют миссию НАСА – исследовать неизведанное, вдохновлять человечество и делать открытия для общего блага. Еще один важный момент, связанный с рисками монополизации космоса. Если военные и коммерческие интересы начнут доминировать, космос превратится из области знаний и общего наследия в арену для прибыли, контроля и колонизации. Это может привести к обострению международных конфликтов, гонки вооружений в космосе и эксплуатации ресурсов, таких как минералы на Луне или астероиды. Такой подход уничтожает идею космоса как священного и незапятнанного пространства, предназначенного для науки и общего прогресса. Поэтому важно сохранять космос открытым и доступным для научных исследований, чтобы он оставался наследием всего человечества. На сегодняшний день даже с темой, если проект бюджета НАСА не одобрят, зависимость от коммерческих решений будет расти. В этом году НАТО опубликовало свою первую стратегию коммерческого космоса, в которой подчеркивается важность интеграции коммерческих технологий в военные задачи. Но растущая зависимость от коммерческих компаний в военной сфере может привести к конфликтам интересов. Что произойдет, если компании, такие как SpaceX, столкнутся с финансовыми трудностями и не смогут выполнить свои обязательства? В условиях сокращения бюджета НАСА такая двойственная модель коммерческого и военного космоса станет главной движущей силой американской космической деятельности, что может изменить правила доступа в космос и условия его использования. Что касается будущего космических исследований, пока еще не все окончательно решено. Конгресс США должен проголосовать за этот проект бюджета, и пока не все представители поддерживают его. Некоторые сенаторы, например, Крис Ван Хален, выступают против сокращений, заявляя, что они разрушат научные программы НАСА и остановят 55 миссий. Также все бывшие руководители научных программ НАСА написали совместное письмо, в котором выразили опасения, что сокращения подорвут лидерство США в космосе и науке, позволив странам вроде Китая и Индии опередить их. Эти опасения не только американские. Китай активно инвестирует в исследования Луны и Марса, планируя высадить людей на Луну к 2030 году и запустить миссию на Марс к 2045 году. Индия, не имея пока пилотируемых космических программ, уже успешно осуществила лунные и марсианские миссии по значительно меньшей цене и собирается построить орбитальную станцию вокруг Луны к 2040 году. До 1 ноября США должны принять решение о судьбе НАСА. Законопроект о бюджете должен пройти обе палаты Конгресса и быть подписан президентом. Пока же будущее агентства остается неясным. Но, как напоминают бывшие руководители НАСА, инвестиции в космическую науку – это мощный драйвер экономики и технологического прогресса США, а достижения НАСА формируют положительный имидж страны как внутри страны, так и за ее пределами. Они яркий пример того, что делает Америку великой.